Здравствуйте все. Как вы уже поняли, у нас траур. Особенно я. Пошла поливать цветы сегодня. До этого заходила за день в эту комнату, в бюро мужа, он стоял там. Мы выставим фотографию, если найдем, этого кактуса. Это назывался White Host, белое привидение кактус. Он стоял в бюро у мужа. И я сегодня захожу поливать другие цветы и увидела, что он лежит. Но это для меня было, конечно, и для Игоря тоже. Мы так расстроились, потому что это действительно очень редкое растение. Мы его везли аж из Испании, он у нас находился в течение 2 лет почти. Поливала редко. Вот его цена стоит, смотрите, ребят. Это 57 евро он стоил. Он был вот такой величины. Вот. Находился, я его даже и не пересаживался. Он находился в том же грунте, в котором он был. Рос здоровым, ничего не говорила. Он подрос. Вот смотрите на его остаточки. Это я все обрезала, гниль. Будешь размножать пытаться? Да? Пытаться, да. А что делать? Что делать, Игорь? Ну, я побежала сразу читать в интернете, что и как. Ну, это, значит, называется такое заболевание, как грибок. Из-за этого сгнивает моментально. Он быстро, в течение 2-3 дней может погибнуть. Ну, я вот вовремя, наверное, успела зайти, и вот так он быстро начал гнить. Вот. Сначала вот такие пятна, наверное, были на нем. Я не обратила внимания, вот посмотрите. Может, кто-то что-то подскажет мне, может, я что-то неправильно делаю. Но сами листья упругие, не перелитые. Я поливала, ну, может быть, раз в месяц, а то и реже. Вот. Ну, сохранила вот это все верхушечки, обрезала. Сначала было молочко. Вот так обрезала. Потом прочитала, что нужно срезать вот эти уголки, ну типа как заострить, и посадить в песок и перлит. Все, что у меня есть. Ну, будем пробовать. И были варианты посадки на воду. То есть ставить стаканчик на какую-то поверхность, чтобы задерживался. Сам кончик не опускать в воду, а держать над испарениями воды. И тогда он как бы может дать боковые про эти корни, господи. А ты сделай так и так, материала ж много. Да, теперь у меня материала много. Но что я хочу сказать, я раньше его пыталась укоренить. Вот у меня есть другой фикус тригона, большой, он сейчас огромный, он почти 2 метра, а может меньше. Вот, и он, вот этот тригона быстро укоренился, а этот сидел, и в итоге он просто сгнил. И когда я ездила в садовый центр, я советовалась там с руководителем этого садового центра, он сказал, варигатные очень плохо укореняются. Ну, вот такого типа. Это ж, как считается, тоже варигатные. Ну да. Валя, вопрос можно к тебе? Задавай. Вот эту ты водку, бутылочку чего вытащила с моего А варки? ты уже заметил. Ну, ничего себе. Первое, что бросается в глаза. Ну что, я еще прочитала, что надо вот этот кактус обрызгать водкой, чтобы вот это убить вредные растения. Ну вот сейчас читаю, а это водка 52 градуса. Ну, конечно. Это водка, Валя, произведена нашими Посмотрите. китайскими товарищами. Видишь? Да. Ну я как не пьющий человек могу сказать вам, что я даже понятия не имела, что оно у нас хранилось. А где оно у тебя хранилось? Ну, хранилась, а потом в бар поставил. Она холодненькая. Там другую можешь взять, Валя. Ну, конечно, я возьму. Но китайская может быть лучше. Вот, что я еще хотела сказать. Значит, я удобряла вот этим. Посмотрите. Ой, шелестеть будет. Это специальное удобрение. Я ничего вредного сюда не лила. Но я же говорю, я даже его не поливала раз в месяц, может быть. Если бы он... Валь, здесь ни при чем, ты же говоришь, грибок. Да, вот похож, я вот все фотографии взяла с гугли. Это похож на какой-то грибок, какое-то вот это гниение. Ну вот смотрите, ствол внутри пустой.
То есть, значит, корней там уже нету. Я вот нажимаю, он там прям как тростниковая палочка. Я сейчас вот кругом разбросаю эти микробы. Сейчас я одену перчатки, и мы будем обрабатывать. Не будем долго тянуть с этим, потому что у нас вот работа еще предстоит. Надеюсь, сегодня мы ее сделаем. Вот. Сегодня... Сколько будет? Да, пересадку хочу сделать, потому что уже давно стоит, Игорь. Я уже и обрабатывала, уже смотрела, и, ну, вроде ничего опасного нету. Да сейчас вот куда не зайдешь в садовый центр, ой, надо было сначала водку ж налить. Я сначала... Рюмочку тебе дать, Валя, или как? Нет, я сначала обработаю вот этот вот, посмотрите ближе. Это противогрибковый. Это специальный раствор для всех растений. Для роз, если вы видите, что типа вот как вот плесень образовывается на листьях, вот это самое лучшее, Капита фирма. Вот. Ну, удобряла вот таким еще новым. Но я не удобряла кактусы. Это для новое у меня удобрение. Буду применять его тоже сегодня. Вот. Обрезала я вот таким секатором. Потому что невозможно было, все время дезинфицировала его, чтобы не переносить вот это вот заражение на оставшиеся более-менее здоровые. Но я такой водкой, Игорь, боюсь прыскать. Крепкая? Да, конечно, она может сжечь. Ну, мы можем, конечно, попробовать, но Я- у меня есть 40%. Сейчас я найду, Игорь. Сейчас я вот этим обработаю. Я такая расстроена, вы не представляете. Ну, как говорится, бывает. И он стоял как раз рядом с тем погибшим. Я еще думала, ну почему он погиб? Может быть, это от возраста, может быть, потому что они ж кактусы долго растут. Оказывается, вон оно что у нас. Так что... Валя, там растения, которые стояли рядом, вот те надо обрезать. А тут я пойду сегодня брызгать. Это я просто схватила вперед, думаю, сейчас это надо сделать и поставить, чтобы оно сохло. Потому что непонятное. Вот тут у тебя водочка. О, это запечатанное. Вот это? Вот открытая может быть. Ну, вот так. Сегодня у нас примерно свеча 100 грамм. Поминальная свеча. Может, водой разбавить, Игорь? Валя, я без понятия. Ну ты же там читала что-то? А это сколько градусов? 40, Валя. 40. Вот так, ребята. Все в хозяйстве пригодится. Вот, сейчас я водички, наверное, чуть-чуть добавлю. Не знаю. Ну добавь. Ну вот, добавила еще немножко сюда водки, воды. Ну, буду опять обрабатывать, потому что, ну, другого у меня выхода нет. Надо было, Валя, не воды, а кровавый Мэри сделать. Игорь, ну не смеши. Я и так тут уже плачу. И оливку добавить. Ну, Игорь меня поддерживает таким образом, ребят, чтобы на срез надо. Потому что, не дай бог, перенесла на срезе где-то. Ну, вот это вот прям целое растение. Может, его пообрезаю потом. Посмотрю, как оно будет себя вести. Вот он у меня полежит несколько дней, подсохнет. И когда появится вот тут пленка, такая, как седая пленка, вот на срезе, покажи, Игорь. Вот. Такая седая пленка. Вот тогда я буду ставить его уже в песок, просеянный, прожаренный. То есть у меня специально есть средства для грунт для кактусов. Ну и буду ухаживать. Для водка, я думаю, это сильно брутально, агрессивно. Надо после водки пивком чуть, Оля, побрызгать. Легче будет растению. Посмотри, вот этот может и не выжить, правда? Может, скорее убрать всего, его? он поражен уже. Давай я, чтобы другие не заразить, не буду, как говорится, скоредничать. Ну, вот так, ребята, я немножко рассказала вам о моем горе. Я знаю, что это случается с каждым везде, но 57 евро
плюс еще вырастет или не вырастет. Ну, как нам садовник сказал с садового центра, что вероятность вот этого укоренения очень, ну, как сказать, не очень будет успешная. Ну, Валя, может, надо помолиться или заговор какой надо узнать. И пойдет. Да вон сейчас на улицу выставлю и пускай думает себе. Он же подсохнуть должен. Нет? Да, он будет подсыхать, он сейчас обсохнет, и все, я его поставлю вообще далеко. А тот фикус я сегодня обработаю, потому что Конечно. и там все растения тоже пойдут в обработку. Водкой? Нет, не водкой, не переживай. А, ладно. Ну ладно, двигаемся дальше. Ну вот, решили мы начать пересадку уже сегодня, после этого горького известия для меня. И вот что я когда искала свои приспособления для пересадки, я нашла, что у меня есть еще фитоспорин. То есть я еще буду обрабатывать фитоспорином разные пересадки. То есть вот где сейчас больные находятся, я тоже еще обработаю, пока они уже подсохнут. Вот. А что я сейчас делаю? Я сейчас набиваю мхом. Мох у меня сфагнум мох. Вот, купила на китайском когда-то давно, он у меня уже стоит. Я им пользуюсь для посадки клубеньков от алоказии. Очень удобный, очень хороший. Вот, и оно хорошо там растет. То есть, вот. Тут нужна мужская сила, Игорь Иванович. Надо было... О, вот так. То есть вот так. Потом он будет смачиваться. И вот этот мой амидриум, который я хочу его поставить на эту штангу, он будет там хорошо существовать. Надеюсь. Не знаю еще как. Сейчас чихать начну. От этого мха. Ничего, Валя. А у тебя же траурный день сегодня. Можно и чихнуть, да? Конечно. Можно и водочки. Вот это надо это китайский попробовать, Валя, которую произвели наши китайские товарищи. А потом спеть песню «Как погиб мой кактус». Опять пойдет на кладбище у нас наш кактус. Там, наверное, люди скажут: да что ж это такое? То один лежал, теперь второй. Где происходит убийство этих кактусов? Это вот. Валя, никто ничего не Да. Ну, смотри. Вот. Ну, в общем, палочка готова. Вот такая штанга. С пластмассы тоже давно заказала, но еще не сильно пользовалась. Пробовала. Это мох внутри? Да. Это, я сказала, это сфагнум мох. Вот. И он очень хорошо для... чтобы растение корнями туда входило, цеплялось, и ей было где зацепиться. То есть тоже вот такой приспособление. Потом можно еще его наращивать. У меня есть такие же. Его тоже. поливать можно тогда? Да. Вот эти пластмассовые вставочки, они вот вставляются. Можно с обеих сторон вот этот мох ставить. Очень удобно. Капсулу с водочкой китайской тоже. Слушай, правда, это хорошая идея, чтобы никакая плесень потом не садилась. Да растению будет все равно потом, ну, Валя, на все грибки, на все эти. Так, сейчас надо еще перчатки одеть. Минуточку, мы прервемся. Ну вот так, будем сейчас пересаживать амидриум. Я одела перчатки, чтобы было, так сказать, безопасно еще для моих рук. Потому что сюрпризы могут быть любые в грунте. Вот. Ну и вот это я купила в том садовом центре, который сам сажает и сам разводит. То есть опасность не очень большая. Вот посмотрите, корневая очень хорошая, но тут нету сильных разрыхлителей. Я сейчас приготовила уже давно грунт, у меня грунт совсем. Даже сегодня добавила туда минеральный грунт для большей рыхлости. Вот. То есть я просто сейчас еще боюсь, что многие торфяные вот эти вот стаканчики используются, чтобы потом не переживала, что он там есть или нету, что он болеет, не болеет. Вот. Вот такое. Подойдите ближе, Игорь Иванович, не бойтесь сегодня меня. Нет, Валя.
Сегодня я добрая. Ты пробовала этот самый китайскую Нанюхалась. водочку 52 градуса, конечно. Вот. Ну, в общем, он у меня обработан, этот амидриум. Но вот тут было видно сломана палочка. И вот еще второе ответвление у него с корня прям идет хорошее. Вот уже лист крутит. И вот уже лист крутит. Так что, думаю, выживет это растение у меня, да. Ну, я рада, что я его приобрела. Хоть какое-то что-то новое в этой жизни, знаешь, кроме горести. Вот. И сейчас я на дно немного грунта ставлю и засыпаю вот так амидриум этот. Я узнала, что это не монстера. Что-то они прям все монстерами называют. То есть чуть-чуть прокрутила корни, чтобы они немножко улеглись. И начинаю засыпать. Сначала еще палочку вот сюда поставлю, я забыла. Переволновалась сегодня. Ну, сегодня, Валя, тебе простительно. Да. Вот так с краю ее. И засыплю сейчас грунт. Да, вы пишете, что вот некоторые растения у вас очень дорого. Да, я посмотрела на российских сайтах. Растения вообще дорогие. Если иметь российскую пенсию, то это, конечно. Ну, у нас тоже пенсии очень небольшие. Мы тут не заработали стаж. Чтобы иметь хотя бы нормальную пенсию, здесь надо проработать минимум 40 лет. Ну, то, что мы и не сделали. Значит, это растение я немножко потом позже подвяжу. Хотя я приготовила там вот такие вот. Можно попробовать эти. Но они не зацепятся, да? О, хорошо. А я уже тут переживала, что у меня нечем зацеплять. Что хотела веревочками, ну... И туда корешки пойдут теперь внутрь? Да. Ну, это ж не скоро будет, Игорь Иванович. Это будет не завтра, не послезавтра. Это будет ближе, наверное, к осени. Как летом оно напитается. Ну, вот так немножко. Грунт поставим. Немножко оно... Это маленький, наверное, будет. Ну, пускай пока стоит в этом горшочке, а потом в другой переставлю. Вот смотрите, как оно прошло. Я зацепила. И потом он будет корнями цепляться дальше. Или не будет корнями. Ну, посмотрим. Вот. Дальше у меня пересадка хой. Хой, вы знаете, это тоже сейчас мое новое увлечение. Ищу разные хои. Ну, с трудом. Вы знаете, поставки бывают редкие. На хое любителей мало. Это одна я тут, по-моему, в Швейцарии. Вот. Ну, в общем, вот этот я приобрела, калистрофилу, по уценке даже, вы понимаете, 5 франков я отдала. Корневая хорошая, но я его поливала недавно, поэтому я... Ну, просто я переживала, что он подсох. Я смотрю, он уже пускает новые вот почки. Игорь, покажи. Уже почки, новые листики он пускает. Вот. И я думаю, что ну, хорошо укоренится. Вот. Не буду я его сильно отряхивать. Он пойдет у меня вот в такой прозрачный горшочек, чтобы наблюдать. Эти горшочки были уже использованы. Я их мою и опять пользуюсь. Вот. Немножко больше взяла диаметр. Немножко, совсем немножко. Вот. И так вот немножко придавим. Ну, с краю. Большой тоже нехорошо, да? Конечно, он тогда... Корни только. Да и он может корни гнить, понимаешь? Он же не будет поступления такого. Корни могут сгнить, да и все. Вот такая быстрая пересадочка у нас. Ну, так называемая, можно сказать, что это просто перевалка. Ну, вот это мне не нравится. Где-то. Он болеет с момента покупки, ребят. Ничего не могу сделать и не сделаю. Это варигатный буртанья, хоя.
Ну, такая кволая. Тоже я купила ее на уценке за 5 евро. И что-то сильно стала переживать за него. Вот. Ну, тут грунт неплохой, в принципе. Вот видите, он совсем этот отскочил. Но я потом с ним разберусь, что это с ним такое. А этот я просто перевалочкой. Хотела посадить на фитильный полив. Ну, что-то решила в этот раз не сажать на фитильный полив. Посмотрю за их поведением. Если если он быстро будет пересыхать, то он пойдет в фитильный полив. Потому что маленькие горшочки, они, естественно, будут быстро пересыхать. Тем более сейчас время отопления. Вот. Сейчас я его красиво поставлю тут, чтобы... И более лучший грунт. Тут грунт с удобрением. Я добавила уже осмокот сюда. Вот, естественно, после этого он будет полит антистрессом и всем остальным. То есть он будет в надежных руках. Ну, не выживет. Что теперь? На кладбище. Да. Это его личное дело, Там если он не уже выживет. братская могила. А этот у меня ус растет. Хоть бы не зацвел. Это хоя красипитолила. Господи. Я их так и не научилась выговаривать. Видишь? И вот листики будут. Ну, хорошее, красивое растение. Мощное. Корневая хорошая. Вот, грунт хороший, потому что я вижу тут и перлит. Вот, вермикулит не вижу. Ну, я немножко тут добавила минеральный грунт, я уже говорила. И этот минеральный грунт повысит рыхлость, и оно не будет вот прям вот тяжелое. Вот политое, оно тяжелое, как мощный комп. Ну, вот эти вот два растения я сегодня не буду поливать. Вообще-то завтра все. Завтра у меня генеральная уборка по моим цветам. Вот, посмотрю, просчитаю все. Вот, что-то тут такое непонятное. Непонятное, что-то потом посмотрю. Как камешек, не камешек. Вот так. Пересадочка. Сделаем его. О, а у меня закончились. Нет, вот они. Я думала, закончились уже. Вот такая хоечка. Она пойдет сейчас в хороший грунт у меня и будет меня радовать, как другие. Меня спрашивали, как вы ухаживаете за хоями. Я за хоями ухаживаю. Некоторые вообще не вредные, некоторые ходишь, трусишься над ними. Естественно, удобряю, полив своевременно, когда просохнет земля. Я не жду, ну как, если наполовину просыхает, да, ну вроде внизу еще влажно. Вот я не жду, пока уже внутри будет вот так сухо, и только тогда я поливаю. Вот. А те, которые на фитильном поливе стоят, они сами знают, сколько им надо. И стоят, и очень хорошо растут, кстати, на фитильном поливе. Ну, такое, ты сколько перечитала за них, сколько видео ты пересмотрела, Да. ты, наверное, уже в любых вопросах разбираешься. Ой, Не Игорь, это только надо в быть китайском. академик. Слышь, не только в китайской водке. Это ты у нас специалист, а я Вот, нет. Валя, если что, обращайся. Вот хоя вилоза у нас, посмотрите, она уже выпустила. В прошлый раз я показывала. Покажи ближе, Игорь Иванович. И вот она уже выпускает вот этот вот, или будет листик, или... И вот еще закрыла я. Он, гляньте, как уже вырос. Ему хорошо. Но у меня такая есть наподобие. Только забываю все время вот эти палочки вставить. А вот сюда поставила. Вот это вот варикатное. В общем, мне нравится вилоза. Она такая внизу пышненькая, хорошая. Вот. Ой, не тут, не сюда. Ну, тут хороший грунт. Это собственник сам выращивает. Ну, корни, я вам скажу,
ну, не очень радостные для меня. Сейчас я прямо вот так поставлю и засыплю их. Вот. Я знаю, что горшок, вы скажете, маленький. Вот, перепишем. Ой, большой. Но я хочу... Да, это большеватый. Но я не хочу больше его пересаживать, потому что у меня такая же хуя-вилоза находится в таком же. У нее листья большие, и она закрывает все. Вот так. Буду наблюдать за корневой. Можно было больше, меньше стаканчик, но она быстро пересохнет, ребят, у меня. Я тогда буду страдать, что погибло растение. Вот, готово. Дальше еще вот этот хоя фиджи. Вилозу надо маме имя дать. Вот. Дальше фиджи у нас, конечно, это тоже стоила 10 франков, я ее за 5. Но она прям в воде, ребят, сидит. Ее надо было срочно пересаживать, правда. Ой. Прям в илу. Уже кругом раскидала. Но она у меня уже тоже дает листья. Надо было спросить, чем они подкармливают хую. Но я хую подкармливаю, вот я показывала в начале нашего видео удобрениями. Я вот такими удобрениями пользуюсь. А те, которые у меня стоят на фитиле, да, я с ними пользуюсь другим. Для таких специальных, для минеральных грунтов удобрения. Потому что там минеральный грунт это камешки, вы же понимаете. Вот. Валь, тебе надо каждый раз, когда покупаешь, консультироваться там у садовников и сравнивать потом то и то. Они не все говорят. Помнишь, я однажды подходила, консультировалась с одним. Да, и он начал что-то, да, так вот кривить. Типа пропадет, ничего страшного, приходите. Да, приходите. Вот. Им невыгодно рассказывать, чтобы мы были умными и чтобы у нас растение выжило. Вот. Ой, ну кто ж умных любит? Вот такая фиджи у меня есть теперь. Я не знаю, сколько у меня коллекции, но я хочу еще больше. Я увидела одну фиолетовую. Это все на выкид пойдут. Так, это у меня большое сансеверию хотела пересадить. Я купила новую сансеверию, ребят, посмотрите. Так Называется надо, Чанин вот. Кроун. Как не надо? Надо. Угу. Она в таком грунте сидит непонятном, что мне опасно. Видишь, вот он. Понятно, это торф. Я сейчас ее посажу, специально хороший грунт. Вот. Чуть-чуть оставлю, не буду сильно ее корни трепать. Я очень рада, я давно ее смотрела, вот эту вот, ну, по сайтам. Она не дешевая, я ее купила за 15 евро. У меня аж ёкнуло сердце. Ну, а что ты хотел? Вот так вот жить с цветочниками. Мне сколько усилий стоило, Валя, не подать виду. А, я думаю, что ты такой странный ходишь там. Ну, я просто странный ходил. О, бедный. Бедный Игорь Иванович. Посочувствуйте ему. Он сам любит цветы. Это он шутит. Так. Он очень любит цветы. И всегда, когда у нас Я гости... люблю тебя, а ты любишь цветы. Вот она связь. Тройничок такой. Опять? Своеобразный. Опять шутит. Любит. Где шутки? 15 Мы франков штучка. Ну куда? Это мы разговаривали сегодня, как ее, господи, монстере. У нее же плоды бывают, и плоды съедобные. Ну, естественно, когда они желтеют, и у них вкус манго,
еще что-то там, бананов. Ну, очень вкусное. А я говорю, одна ведущая тоже у нее разводит цветы с Калининграда. Очень такая умная девушка, видать, что с образованием, с таким специальным ботаническим. И вот она показывала, как она ест эту монстеры плод. Ну, я сегодня мужу уже с утра рассказала, что... Как кукуруза, типа. Да, как Только кукуруза. цвет не такой. Да. Вот Ну, сейчас. Валя, я не знаю, что ж. Это когда есть нечего уже. Понятно. А ну, может, просто попробовать. Так, вот такая у меня шифлера появилась. Я ее купила совсем дешево. У меня просто есть шифлера, но она маленькая. Валя, за сколько? Я ее за 4 евро купила, 3,99. Ладно, прощаю. Тройничок. Уже не тройничок. Ух, гляньте, какие корни хорошие. Ну, чуть-чуть вот я ее сверху. Вот так. Она тоже очень быстро, кстати, пересыхает. Я не знаю, у меня нету опыта с ними, с шифлерами. Как с Надо ними? было тебе горшочек побольше взять. У меня есть у меня. А, вот тут. Вот. Так что я боюсь, что тут торфяной стакан. Да нету. Глубоко так ныряем к ним в кишечник. Нету ли торфяного? Ой, ну сильно тогда не убирай землю и все. Так это тут галимый торф, Игорь. Он же не питательный, ничего. А я вон приготовила с питанием. Вот. Смотрите, я так вот. Немножко того, и будет ему хорошо. Ну, буду, естественно, наблюдать за корнями. Перестала я сыпать, ребятки, рамзит на дно. Я считаю, что это лишняя трата времени, денег и всего остального. Не знаю почему, но мне не нравится. Ну, если большие цветы вот такие, там для дренажа, там или что, вот такого монстера у нас стоит. А маленькие зачем он? Ой, когда мы ее начнем пересаживать, Игорь, я не знаю. Ой, ты не знаешь? Не знаю, Валя, тут знаешь, что лень стоит всегда перед преграда такая из лени. Ну, я ее сама просто не смогу, понимаешь? Она очень большая, поэтому я ее не смогу. Надо будет кому-то ее поднимать даже. Ну, попросишь меня, это надо, чтобы совпадало, чтобы у нас у обоих в этот момент не было лени. Валя. Так вот живут пенсионеры. Не знаю, когда. Конечно, времени нет. Шифлера. Вот такая вот красавица. Сейчас я хочу посадить драцену. Я ее купила за 3 евро. Сейчас я ее... У меня нету просто драцены. Сейчас минуточку прервемся, я принесу горшок. Продолжаем пересадку. И на очереди у нас вот такая вот красавица. Это же в торфе сидит бедная. Сейчас мы ее... Не буду тоже трепать ее сильно. Она быстро пересыхает. Вот. Видите, какие корни мощные. Поэтому я рада, что у нее... О, но нету ничего. Только вот чуть-чуть подчистим. Вот. Посажу ее вот в этот горшочек. Чтобы не пересохло у меня ничего. Хотя бы можно было бы меньше еще посадить. Ну-ка, вот этот вот. Сейчас я вот алаказию вытрушу. Я ее тоже буду пересаживать в грунт и сюда поставлю. Наверное. Вот она, видите, алаказия как. Вот он, торфяной стаканчик. Покажи ближе, Игорь. Посмотрите. Вот из-за этого погибают растения. Я его сейчас аккуратно почищу. Видите, уже маленькие детки. Это алаказия бомбина называется. И у нее уже маленькие детки. Вот. Ну, этот торфяной стакан нам вообще ни к чему. Я ее посажу на фитильный полив.
Поэтому мне вообще этот не нужен стаканчик. Ой, выпало маленький А он не съедобный, Валь? Картофель же. клубенек. Да. Нет, ну на других алаказиях есть. Вот если слоновое ухо, вот алаказия, там крупные клубни. И есть, употребляют их, как-то варят. А может, собакам варят, не знаю. Но я видела какой-то фильм, что выкапывает и... Вот это пойдет у меня. А это сюда. Ничего. Он чистый, не больной цветок. Вот сюда. Видите? Как раз. То, правда, сильно большой для него. Будет сидеть полгода у меня. А то и 3 года. Я просто из-за того, что он пересыхает быстро. А я могу забыть его полить. Все-таки склероз ранний. А может, уже поздний. Вот, пожалуйста. Сейчас я его вот этот сюда в горшочек сразу. Ну и что? Это назад пойдет чистый. А это пойдет в минеральный грунт. Ой, это не с этого. Ну ладно, я потом одену. Вот в такое вот, с фитиль у меня. А ну, подай, может, он будет держать. Не, у меня это специально есть, воду куда наливать. Или вот этот можно. Угу. Вот. Сюда я насыпаю. Тут у меня немножко минерального грунта. Потом сюда ставлю растения. Вот. И засыпаю его легонечко этим же грунтом. Здесь уже осмокот есть, так что удобрение есть, все есть. Не могу засыпать, там корешок торчит. Вот. Сильно не засыпаю. Вот так немножко еще. Вот, и пойдет он у меня грунт. Минеральный грунт под фитильный полив. И будет чувствовать себя прекрасно. Отлично. Вот такой бомбина. А вот такой клубенечек. Оставь его, Валь, сохрани. Не надо. Он не вырастет, все равно он засохнет. Вот такой осмокот я употребляю. Я уже всем показывала. Написано Тардит Универсал. То есть кто-то у меня с Германии спрашивал, говорит, можно, как он название. Вот я вам читаю Тардит Универсал. То есть для всех цветов. Вот. На этом наша пересадочка заканчивается. День траурный продолжается. Я еще буду недели 3. Вечер, сегодня ж поминки надо делать. Может, кого позовем, уже чтобы не скучно было. Ой, мы вдвоем, Валя, как. Ну все. Всем до свидания. Чтобы у вас цветочки не болели, растишки ваши. Ну, как бы ни прыгал с бубном, ну вот такое случается. И такие у меня дорогие удобрения, и все, и вот случилось. Специальное удобрение. До свидания. До свидания.